Однажды в Италии лайнер отправился в плавание. Вечер отплытия, и участники круиза в прекрасном настроении, на борту праздничный ужин. Официанты разносят блюда, музыканты создают атмосферу, капитан приветствует пассажиров. Никто из них еще не знает, что всего через пару часов судьба устроит страшную жеребьевку. На каждую сотню гостей один человек погибнет. И пока им неизвестно, что кто-то из тех, кто сейчас рядом, а может быть и он сам, уступит свои шансы на спасение более слабому, а кто-то, наоборот, будет эти шансы у других для себя отбирать. Это видео о том, как утопили Коста Конкордию, как вместе с ней 32 человеческие жизни, доброе имя капитана Скеттино и честь всего итальянского мореплавания пошли ко дну. 13 января 2012 года, в пятницу, у небольшого острова Джильо, однажды в Италии. Коста Конкордия, берег Согласия. Красавица из рода Коста Крочере, дочерней компании группы Carnival Corporation. На тот момент это самый большой круизный лайнер в Италии. 13 пассажирских палуб, 1500 кают, 5 ресторанов, больше десятка баров, театр, казино, дискотека, игровые залы, спа-центр, 4 бассейна, даже симулятор гонок Формула-1. Она стоит $500 миллиарда. И уже никто не вспоминает, что когда ее спускали на воду, крестная Эва Герцогова не смогла, как положено, разбить о борт бутылку шампанского. Плохая примета. Но что с того? Упрямый сосуд добили мужчины. Пенистые брызги таки окропили палубу, и Конкордия спокойно плавает уже 7-й год. Ну, не совсем уж спокойно. То ее швырнет на причал в Палермо в 2008-м, то башней портового крана ударит в Савона 2010-й. Но пострадавших нет, а мелкий ремонт случается у каждого корабля. Зато какой у нее капитан! Загорелый неаполитанец с глазами цвета моря, краса и гордость компании, его даже в рекламе снимали. В рекомендациях, благодаря которым всего за 4 года Франческо Скеттино дослужился от офицера безопасности до капитана самого вместительного лайнера Европы, написано, что он уверенный, решительный, непреклонный, отважный и опытный. Некоторые, правда, выражаются несколько иначе, самоуверенный. И даже самодовольный, хвастливый, высокомерный, властный, подавляющий, не терпящий возражений, лихач, отчаянный, безрассудный. Он как мальчик, который сделает что угодно, чтобы казаться больше. Он профессионал, но не уважает море. Он даже автобус вел бы, как Феррари, шепчутся коллеги. Завидуют, не иначе. Никаких грехов за собой Скеттино не чувствует. Вот не чувствует, и все тут. Когда в 2010-м, ворвавшись на всех парах на корабле Коста Атлантика в немецкий порт Варнемюнде, он повредил другой круизник Аида Блу, Скеттино объяснил инцидент просто. Я не знал об ограничении скорости, власти порта не сообщили мне о том, что я ее превышаю, и вообще авария, вероятно, произошла по другим причинам. Но по другим так по другим. Написанием объяснительной все тогда и закончилось, ведь как судоводитель Скеттино и впрямь неплох. Грамотный, техничный, это признано всеми. Он даже смог при штормовом ветре вывести судно из порта Марселя без помощи буксировщиков. Те, кто с придыханием рассказывают об этом, как-то забывают, что без буксировщиков пришлось обойтись потому, что их просто не дали. Конкордия выходила в море, несмотря на прямой запрет портовых служб. Но победителей не судят, а капитан на корабле царь и бог. Окончательное решение всегда за ним, так что, по мнению руководства компании, носить капитанские нашивки Скеттино достоин. Хотя еще в 2006-м капитан Марио Теренцио Паломбо в рапорте о работе Скеттино в качестве своего старпома написал, что чрезмерная активность приводит его к неискренности, а допустив ошибку, он лжет, чтобы не признавать ее. Что он не может выстраивать отношения ни с вышестоящими, ни с подчиненными. Но, цитата, «С самого начала он много занимался изучением корабля. У него хороший характер, он простой человек с доброй душой. И я много помогал ему и много учил его, чтобы он преодолел эти трудности, исправил свое поведение и приобрел нужный опыт и навыки». Паломбо – непререкаемый авторитет, капитан-легенда. Однажды круизник под его управлением с несколькими сотнями пассажиров на борту ураганом Эмили зажало между пирсов портовой бухты на Бермудах. Ветром 180 км в час швартовый буквально выдрало вместе с куском причала. Казалось, судно неминуемо расколотит о бетон. И все же, благодаря мастерству капитана и команды, корабли пассажиры не получили ни царапины. Паломбо стал почетным гражданином порта Гамильтон, за его автографом выстраивались очереди. А в американских теленовостях только и говорили о героическом итальянском мореплавателе. Он отстоял на капитанском мостике 35 лет и стоял бы и дальше, если бы не инфаркт. Но и на пенсии Марио Паломбо остается командором, за советом к которому бывшие коллеги обращаются в сложных ситуациях.
А еще Паломбо вернул в жизнь старинную традицию мореходов – поклон. Это когда корабль отклоняется от курса и проходит максимально близко к берегу, салютуя его жителям. Выпендрёж чистой воды, но всем нравится. Людям развлечения, круизным компаниям и прибрежным туристическим локациям реклама. Никто не только не возражает, еще и благодарственные письма лихим мореходам пишут. Поэтому не было ничего из ряда вон выходящего в том, что Конкордия поменяла курс, дабы пройти не в открытом море, а между островом Джильо и побережьем. Да и место развернуться там есть, ширина пролива больше 20 километров. А впрочем, не для того они отклонялись от маршрута, чтобы соблюдать дистанцию. Капитан Скеттино планирует исполнить поклон перед островом. Как мы уже знаем, покрасоваться он любит. А этим вечером еще и есть перед кем. На борт только что поднялась гостья капитана, 25-летняя молдаванка Домника Чемартан. Девушка работала на корабле то ли официанткой, то ли танцовщицей, но сейчас она тут нелегально, потому что, цитата, «когда-то чья-то любовница, билет не спрашивают». Наш морской волк, правда, утверждает, что никакая она не любовница, как можно, он же женат. Но ее чемодан в его каюте. Ужинают они в этот вечер вдвоем, а после десерта просто приятельница приглашена посмотреть с капитанского мостика, как виртуоз морского дела заставит огромный корабль исполнить реверанс. А впрочем, адресовался трюк, скорее всего, действительно не Домнике, не того полета птицы, чтобы бравый капитан перед ней раскланивался. Тогда кому? Скеттино говорил, что его попросил метрдотель Тьеволи, у которого на Джильо мама. Еще говорил, что хотел уважить командора Паломбо, тоже жителя острова. А еще, что так заведено в компании, дабы развлечь пассажиров, дав им полюбоваться берегом. Развлечь? Январь, 9 вечера, ночь безлунная, снаружи темно и холодно. Выйти на палубу, как это обычно бывает при поклонах пассажиров, даже и не приглашают. С берега тоже никто не машет, это голые скалы, до освещенного порта еще несколько миль, да и вообще зимой на острове очень мало народу. Тем не менее поклону быть, и в 21:05 Конкордия сворачивает с прямого курса влево к острову. Капитан заканчивает ужин, торопиться некуда, чтобы лично руководить поклоном он приказал замедлить ход, и приглашает друзей подняться с ним в зал управления. Ну как друзей. Тьеволи скажет потом, что работал в основном на других судах и со Скеттино был едва знаком. Директор корабельного гостиничного комплекса Манрико Джампедрони нажалуется, что Скеттино никогда с ним не контактировал, даже по работе. И будет с Чиро Онорато, который, кстати, какое совпадение, родной брат генерального директора компании, шептаться за спиной капитана, насадит ли тот их на скалы. 21:34. Капитан и компания поднимаются в рубку. Экипаж привычно втягивает головы в плечи, но шеф сегодня в настроении. Он запрашивает у вахтенного старпома Амброзио данные о плавании, приказывает отключить автопилот, и они с Тьеволи звонят Паломбо. Не сильно обрадованный поздним звонком командор все же берет телефон. Вряд ли он назвал звонящих кретинами прямо в трубку, но и мнение свое об идее поклона безлюдному в эту пору острову не скрывал. Однако, если уж Скеттино чего решил, его не остановить, тем более, что Паломбо и сам не разбил поклоны Джильо и звонящим подтвердил, что на дистанции 0,304 мили от берега глубины Конкордии хватит. 0,3 мили – это 480 метров. Конкордия в длину 290. Вода не асфальт, корабли маневрируют медленнее, чем транспорт на суше. Представьте, что у вашего автомобиля тормоза работают с большой задержкой. И вы решили на скорости километров так 80 в час направить его в дом, чтобы максимум в 3 метрах от стены отвернуть и с шиком прокатиться вдоль нее, громко сигналя высунувшимся из окон заспанным жильцам. Вот примерно это и намерен проделать на своем корабле Скеттино. Впрочем, хотя его маневры определили потом как преступление, такие поклоны делали и до него, и после, и, что самое удивительное, делают до сих пор. 21:39. Управление Конкордией принимает капитан. В данном случае это означает, что теперь он сам отдает команду рулевому индонезийцу Жакобу Раслибину. У того тоже головокружительная карьера. На судно он нанимался маляром, но в связи с кадровым кризисом был резко повышен. Несмотря на то, что по-итальянски он не говорит вообще, а его уровень владения английским никто не проверял. Скеттино считал, что с обязанностями рулевого бывший маляр не справляется. Обращался в компанию с требованием его заменить, получил отказ. И тем не менее, даже при таком рулевом от рискованного маневра он не отказался. То есть, как если бы в той машине, в которой вы решили напугать стену, за рулем сидел бы дворник-мигрант, а вы командовали бы ему, куда и как крутить баранку, чтобы успеть отвернуть. 21:44.
Капитан вдруг замечает пену, которой не должно бы было быть ни на расстоянии 0,3 мили, ни уж тем более 0,5, и, как говорится, начинает что-то подозревать. Он понимает, что дистанция меньше, чем он рассчитывал. Как потом выяснится, даже меньше, чем 0,1 миля, это всего 150 метров. И пытается быстро выправить курс. Без особых нервов пытается. Плавали, знаем, вырулим. Корабль идет не на берег, а на его выступ, с Коле-дель-Джильо. Так что если отвернуть нос вправо, а потом резко вильнуть влево, чтобы не шарахнуть о скалы уже кормой, то мыс получится обогнуть и дальше уже идти, как на параде, вдоль порта. Что он и делает. 21:44:14 секунд. Рулевому отдана команда право на борт 10. 18 секунд, право на борт 20. 21 секунда, полный право на борт. 37 прямо руль, 44 лево на борт 10, 46 лево на борт 20. Ошибка исполнения. Руль переложен вправо. Всего на несколько секунд, но некоторые эксперты скажут потом, что именно эти мгновения решили судьбу корабля. Наверное, так и есть. Но не вина рулевого в том, что эти секунды так дорого стоили. Некоторые ошибки совершили все члены экипажа, находившиеся на мостике. Ошибся старпом Чиро Амброзио, не предупредивший при передаче руля, что судно уже отклонилось от маршрута и находится ближе к берегу, чем думает Скеттино. Ошибся Сальваторе Урсино, второй помощник капитана, не указавший ему на опасную скорость. Ошиблась третий помощник Сильвия Короника, которая должна была следить за действиями рулевого, но не поправила его. Ошибся капитан, который держал команду так, что они опасались лишний раз рот раскрыть, и который не проверил все сам. С одной стороны был не обязан, с другой капитан отвечает за все. Он ответит, но сейчас пытается закончить маневр, который должен увести корабль на безопасную дистанцию. 21:45:05, полный налево. Ах, какая здесь могла бы быть шикарная сцена. Напряжение аж искрит. Капитан звенящим, но твердым голосом отдает команды. Рулевой, скрипя зубами из последних сил, поворачивает штурвал. Экипаж свешивается из иллюминаторов, чтобы подгребать вручную. Последний рывок. И... В реальности никакой кульминации не было. Экипаж просто не знает, насколько они приблизились к рифу, насколько опасна ситуация, сколько стоит сейчас каждая секунда. Так что никто никому не орет «тормози», никто никого не кроет матом. Из обычного штатного режима выбивается разве что перешептывание гостей. «Ты видел? Мы уже задницей на земле». Если бы на земле. 21 час, 45 минут, 7 секунд. Удар. В 96 метрах от берега Конкордия на полной скорости цепляет бортом скалу. При этом продолжает движение вперед, пропарывая обшивку. В рулевой рубке скрежет, кто-то говорит капитану, что надо выбираться отсюда. Они пока не понимают, что выбираться поздно. Все уже случилось. 3 секунды от столкновения корабль продолжает тормозить бортом о риф. Разорвано уже около 20 метров обшивки. На мостике включается сигнализация, но никто не понимает почему. Капитан Скеттино, мы что, налетели на скалу? Еще 2 секунды и 15 метров пробоины, вода буквально врывается в трюм, и Конкордия вырывает с корнем пропоровший ей бок каменный клык. Он застревает в ране, и корабль так и движется дальше со здоровенным обломком скалы в подбрюшье. Увы, заткнуть течь этот обломок не может. 21:45:19, 12 секунд после столкновения. На мостике, наконец, начинают выходить из ступора. Капитан отдает команду задраить кормовые отсеки, чтобы не дать воде проникнуть дальше. А впрочем, даже если он среагировал бы раньше, вряд ли это что-то бы изменило. Слишком большая скорость, слишком большой камень, слишком большая пробоина. А еще двери между отсеками, которые должны бы были быть водонепроницаемыми, но не оказались таковыми. Оказавшиеся негерметичными двери пропустили воду в 5 отсеков ниже ватерлинии. 3 из них затопило, в том числе электрогенераторы, и корабль остался без электричества. А без электричества это не только без света, но и без двигателей, то есть и без руля, и без тормозов, а главное, без аварийных насосов. И если бы только двери, вся корабельная техника, включая компьютерную, будто ополчилась на людей. Вода прибывает, ее нужно откачивать. В борьбе за плавучесть машинисты отчаянно пытаются запустить аварийный генератор, работающий на дизеле. Но и он не запускается. Потом запускается и глохнет, и снова глохнет, и опять глохнет. Нет охлаждения. Система подачи воды не работает, так что какая злая ирония судьбы. Холодной водой заполняется все вокруг. 22:26. Вода достигла нулевого уровня. Все. С этого момента корабль не спасти, он утонет. Вопрос только как быстро. Последнее, что техники смогли сделать для агонизирующей Конкордии, дать ей еще немножко времени, воткнув отвертку в предохранитель дизеля. И вот,
Преданный всеми аварийными системами неуправляемый корабль движется по инерции, под ним 100 метров глубины, и он вот-вот перевернется. Нужно бросать якорь и начинать эвакуацию, но до берега 1,5 километра. Какой шанс успеть? Над людьми сжалилась природа, ветер развернул корабль к острову. Скеттина принимает решение подождать с якорями и дать судну отдрейфовать к мысу Габьенара. Его надежды высадить людей прямо на берег не сбылись, но решение оказалось правильным. Кренящийся корабль дотянул до мелководья, где сел кормой на дно, и благодаря прибрежным скалам не перевернулся, а только завалился на бок. Левый борт остался над поверхностью, и это дало возможность продолжать эвакуацию с уже фактически затонувшего судна. Так почему же спасли не всех? Что было сделано не так? Общая тревога на борту объявлена только в 22:36, через 50 минут после аварии. Это при том, что все на судне слышали удар, видели, как попадало со столов посуда и вышли из берегов бассейны, как без конца отключается свет и нарастает крен. Перепуганных пассажиров попытались успокоить рассказами о маленькой технической неувязке и о том, что все под контролем, настоятельно порекомендовали вернуться в каюты. Кое-кто так и сделал. Это гораздо проще, чем представить, что такой огромный корабль может просто пойти ко дну. И кому-то эти расслабляющие мантры, увы, стоили жизни. Как двум подружкам Сицилии, Луизе Антонии Вирци и Марии Грации Трекарики. Их каюта была на 3-й палубе, правый борт, в зоне, которая полностью ушла под воду. Выбраться они не сумели. Или официанту из Индии Расселу Терренсу Ребелло, который, по свидетельствам выживших, бегал по этажам, помогал пассажирам найти дорогу и проверял, не остался ли еще кто-то в каютах. В одной из них, на 8-й палубе, Рассела завалило мебелью. Его тело нашли последним, почти через 3 года, когда уже в доке корпус корабля разбирали для переплавки. Так что же, выходит, не надо было обманывать людей, а честно признаться, что корабль идет ко дну? Никто никогда не узнает, как было бы лучше. Несмотря на призывы сохранять спокойствие, волна паники накрыла пассажиров. Люди кричат, рвут друг у друга спасательные жилеты, проталкиваются к шлюпкам, отпихивая женщин и детей. Клаудио Массия, турист с Сардинии, 50 лет. В круизе был со всей семьей. Жена, молодая племянница, дети, 5 лет и 13. Матери с отцом обоим за 80. Журналисты насочиняли потом истории о том, как Клаудио сажал в шлюпку своих детей и женщин, как на руках заносил туда мать. Картинка как из кино, вот только в реальности ни в одну из шлюпок они не попали, а стояли вместе с детьми в общей очереди к веревочной лестнице. И спустились по ней в спасательный катер одними из последних, уже около 5 утра. И без дедушки Джованни, он пропал по дороге к этой лестнице. Джованни Массия, или Дон Нино, как его уважительно называли в родной деревне, оказался самым старшим из жертв Конкордии. Ему было 86 лет. Вообще стариков среди жертв оказалось больше всего. Из 32 погибших 18 старше 60. Кто виноват в их гибели? Законная мишень для обвинений капитан. И обвинить его есть в чем. Первые сообщения о том, что корабль терпит бедствие, пришли на берег не от экипажа. Перепуганные пассажиры сами начали звонить куда могли. Родственникам, в полицию, в береговую охрану. А капитан звонит только в родную компанию. Менеджеру по разруливанию внутренних неприятностей Роберто Феррарини. При этом даже ему он говорит не всю правду. И вообще рассказывает не столько о ситуации, сколько о том, что он не виноват. Это Паломбо меня уговорил, из-за него я задел мелкий камешек, теперь моя карьера кончена, я погиб. То ли недооценив опасность, то ли по каким-то другим соображениям. Но Феррарини тоже не звонит спасателям, а звонит адвокатам круизной компании. И все вместе они долго решают, вызывать ли буксиры или обойтись без дорогого сервиса и самим снарядить собственную команду техников, заварить течь. За эту задержку служащих Конкордии потянут в суд, компания откупится €1 000 000, Феррарини сторгуется на 2 года и 10 месяцев тюрьмы. Про Скеттино суд скажет, что он будто крутил себе в голове фильм с хэппи-эндом, придумал реальность, в которой корабль будет спасен, и сам в нее поверил. Но это потом. А пока служащие Коста Крочера решают, что говорить спасателям, что журналистам, а корабль потихонечку тонет. 22:14, полчаса с момента столкновения. До Скеттино таки дозваниваются встревоженные портовые службы. Но и им он говорит то же, что и пассажирам. На судне всего лишь блэкаут и все под контролем. Диспетчеры, однако, видят на радарах, что корабль накренен и развернут против курса. Они продолжают долбить капитана, и в 22:34, за каких-то 3 звонка и 20 минут переговоров, и всего через полчаса после того, как к делу подключились адвокаты, береговым службам таки удается добиться от Скеттино признания, что корабль терпит бедствие и нужна помощь. Это вранье дорого обойдется Скеттино, но вопрос, повлияло ли оно на результаты спасательной операции.
Есть факты. Из 4 с лишним тысяч человек вертолетами с «Конкордии» вывезли всего 18. Основную массу пассажиров доставили на берег судовые спасательные шлюпки и плоты. Катера, пришедшие на помощь с берега, в основном подбирали людей, оказавшихся в воде. Таких спасли больше 100 человек, и все же не всех. Француз Фрэнсис Сервилл, 71 год. Военный летчик на пенсии и прекрасный пловец. Похоже, это его и погубило. Он поплыл к берегу без спасательного жилета, решил, что другим нужнее. Его жена, которая вообще не умела плавать, но была в жилете, спаслась. А тело Сервилла нашли в море на следующий день. К вопросу, почему не нашлось спасателей, чтобы помочь ему выбраться из воды, мы еще вернемся. Но этот случай скорее исключение. Подавляющее большинство жертв остались на судне. Почему? Суд, разбиравшийся с этим делом, установил, что эвакуация шла не по протоколу. Увы, протоколы полетели в тартарары даже раньше, чем двигатели, вместе с попадавшими со столов тарелками, когда часть пассажиров решила, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и рванула к спасательным шлюпкам, не дожидаясь объявления на судне чрезвычайной ситуации. Так себе идея, еще не брошен якорь, корабль в движении, спустить лодки на воду просто невозможно, а перепуганные люди вот-вот снесут заграждение и устроят абордаж. И, конечно же, в этом хаосе никто не разбирается, в какую шлюпку по плану эвакуации должен сесть лично он. Именно поэтому люди метались по кораблю в поисках свободных мест. К тому же лодки спускались на воду с большими проблемами, их подвесили слишком высоко, чтобы открыть обзор из окон кают. Проблему сильно осложнил крен, а некоторые из членов экипажа узнали, что назначены командирами спасательных шлюпок всего за пару часов до катастрофы. Два приятеля офицера, Джованни Якарина из машинного отделения и навигатор Симона Канесса, насчет начала эвакуации во мнениях разошлись. Якарина, спускавший на воду шлюпку и потом курсировавший на ней между кораблем и берегом, считает, что если бы якорь был отдан сразу, то шлюпки спустили бы на воду совершенно спокойно, и никто бы не пострадал. А по мнению Канессы, который занимался эвакуацией оставшегося над водой борта, если бы корабль затонул, не дойдя до отмели, жертв было бы на порядок больше. И никто никогда не узнает, как было бы лучше. Но известно, как было в реальности. Хоть и с огромным трудом, но большинство лодок все же удалось спустить на воду. Однако из-за хаоса с посадкой и все усиливающегося крена многим пассажирам пришлось перебираться на другой борт. Их собирали в цепочки, чтобы, держась за руки, люди помогали друг другу. Казалось бы, 35 метров – это совсем немного, но приходится взбираться по наклонной плоскости вверх, преодолевая завалы из мебели и битого стекла. У некоторых это заняло даже не минуты, часы. «Конкордия» еще и кренилась неравномерно, и ее болтало сбоку на бок. Сначала сразу после пробоины на левый, потом в 22-24 ветром и течением стало наклонять вправо. Крен постепенно усиливался, судно начало присаживаться на корму, а в 00:17 правый борт резко пошел вниз и полностью ушел под воду. Хуже всего пришлось тем, кто в этот момент оказался внутри корабля без надежной опоры. Люди соскальзывали по наклонным полам, их придавливало мебелью. В катастрофе получили ранения 157 человек, почти все из-за того, что стены поменялись местами с полом. И им еще повезло. Несколько человек так погибли. В том числе 5-летняя Даяна Орлотти и ее отец Уильямс. Из-за крена с борта, где они стояли в очереди на эвакуацию, шлюпки перестали отправлять. Они оказались в цепочке, где вместе с другими карабкались на противоположный борт. Там же рядом с ними была и семья Дона Нина, мы уже говорили о нем. Олеся, его внучатая племянница, рассказала, когда пол стал переворачиваться, люди пытались зацепиться хоть за что-то, лезли на головы друг к другу. Ее вытолкнула наверх тетка, она вытянула племянника. Даяна на момент катастрофы была на детском мероприятии, в праздничном платьице, нарядных туфельках. Отец только что после тяжелой операции. Зацепиться за гладкие стены они не сумели. Тем, кто уже был снаружи, тоже пришлось несладко. Все, кто оказался со стороны, на которую заваливался корабль, должны были прыгать. В темноту и холод с высоты 5 метров. Некоторые не смогли. Остался на борту Джузеппе Джираламо, высокий парень, вежливый и молчаливый, рок-музыкант. Подрабатывал ударником в оркестре «Конкордии». Его друг-пианист рассказал, что в момент, когда корабль стал переворачиваться, они были на борту плечо к плечу с Джузеппе. Видимо, ему не хватило смелости прыгнуть. Зато ее хватило уступить свое место в шлюпке женщине с 2 3-летними близняшками на руках. Уступить, не умея плавать. Джузеппе Джираламо посмертно награжден золотой медалью за гражданскую доблесть. То ли не прыгнула, то ли сделала это слишком поздно Мария Денторна, невеста из Бьеллы. На самом деле уже не невеста, а молодая жена. На корабле была с мужем Винченцо Расселли и его семьей. Праздновали золотую свадьбу свекров. Винченцо все время держал Марию за руку, но когда перелезали через перила, отпустил.
Они все спаслись. Винченцо, его брат с женой, мать. Даже отец только что после операции на бедро. Берег оказался очень близко, чуть ли не пешком по дну дошли. Все, кроме Марии. Пожалуй, переворот корабля стал самым трагическим моментом крушения. Большая часть людей погибла из-за него. Кого-то смыло хлынувшим потоком, кто-то не смог выбраться из вдруг возникших водяных ловушек, кого-то накрыло железной стеной борта. Эвакуация выживших после опрокидывания продолжалась еще до 5 утра, но больше из-за крушения Конкордии не погиб никто. Выжили молодожены из Кореи, которых заблокировало в их каюте. Больше суток они свистели оттуда в свисток, но в итоге были найдены и вызволены спасателями. Выжил Манрико Джампедрони, директор гостиничного комплекса Конкордии. Да-да, тот самый, который был на капитанском мостике и выиграл спор, насадит ли Скеттино корабль на скалу. Джампедрони стал последним покинувшим Конкордию живым. Проходя в конец очереди на посадку в шлюпку, он провалился через открывшуюся внутрь дверь в полузатопленную каюту. Со сломанным бедром и сотрясением мозга мужчина продержался до прихода спасателей 36 часов. Он даже с голодухи пытался проплывавший мимо бутерброд съесть. Не смог, правда, уж слишком тот разбух. Джампедрони назовут потом чудом Конкордии. А надо бы анекдотом. Он умудрился получить и медаль за спасение пассажиров, и 2,5 года за нарушение протоколов эвакуации. Тем не менее, к утру, точнее в 4:42, с борта сняли всех остававшихся там пассажиров. К 5:45 корабль покинули последние члены команды. Это была самая крупная спасательная операция в истории мореплавания. Всего спасены 4197 человек, погибло 32. Экипаж Конкордии был награжден международной премией «Моряк года» за мужество и профессионализм, проявленные его членами. Матросы, официанты, уборщики, артисты – они заслужили эту награду. Заслужили уже упомянутые Рассел Ребелло и Джузеппе Джералама. Заслужил скрипач из Венгрии Шандер Фейхер, одевавший детям спасательные жилеты и не успевший спастись сам. Официантка из Перу Эрика Малина, помогавшая пассажирам садиться в шлюпки сама без жилета. И еще множество людей, которые, прежде чем спасти себя, сделали все, что было возможно для других. Другие награды от фонда Артиллерии Европы получили спасатели. И за смелость и щедрость жители острова Джильо. 1500 человек, помогавшие людям в море и буквально наизнанку вывернувшихся, чтобы согреть и успокоить 4000 полураздетых и перепуганных людей на суше. Но вернемся к нашему капитану. В 23:15 он и еще несколько офицеров покинули рубку управления, откуда уже невозможно ничем управлять, и находятся на правом борту, контролируют эвакуацию. Когда эфир взорвался требованиями координатора всем немедленно отойти от опрокидывающегося корабля, в зоне падения плавучей высотки оказался и Скеттино. Но ему повезло. Одна из курсирующих туда и обратно шлюпок подошла снять людей с погружающейся палубы. Дальше версии расходятся. Сам Скеттино утверждает, что на крышу этой лодки он упал. Свидетели говорят, что спрыгнул. И еще есть видео, где человек, похожий на Скеттино, осторожно туда перебирается. А как было на самом деле, не имеет никакого значения. Да, оставшись на борту, он был бы попросту раздавлен, и смысла в этом не было бы никакого. Но не в этот момент капитан покинул корабль, а в тот, когда решил туда не возвращаться. Шлюпка отвезла его на берег, там на скалах он и оставался до утра. Как и всегда, у Скеттино было сразу несколько версий, почему он не вернулся на корабль. Было не на чем, было незачем, было невозможно. Координатор из Римского центра спасения велел оставаться на скалах, обувь неподходящая. Все вранье. Ну, кроме разве что обуви, ботиночки и впрямь на тонкой подошве. Хотя и тут не без вопроса, почему, успев переодеться из капитанской формы в гражданское, переобуться он не позаботился. А вот остальное... На борту еще остаются сотни людей. Помогая им, там разрываются на части второй вахтенный офицер Симоне Канесса и вице-мэр Джильо Марио Пеллегрини, который каким-то образом сумел туда добраться. К кораблю без конца подходят спасательные шлюпки, вокруг него вертолеты, служебные катера, лодки жителей острова. Командир городской полиции Роберто Галли сам был на этих скалах. Он дважды предлагал Скеттино доставить его в порт, откуда уж точно найдется, на чем добраться до тонущего судна. Капитан ответил, что он будет наблюдать отсюда, потому что нужен здесь центральной диспетчерской. Хотя оттуда его просили только держать телефон включенным. Да в конце концов, ну не можешь ты подняться по наклонному борту. Что мешает быть хотя бы рядом с кораблем? Когда там практически вслепую передвигаются спасатели, и как воздух нужны люди, хорошо знающие эти лабиринты. В общем, гроб для своей репутации капитан Конкордии сколотил сам. А вот последний гвоздь в его крышку забил Григорио де Фалько, офицер администрации Ливорно. Всего одним звонком. Зато каким!
4 минуты эфирного времени координатор спасательной операции орет на зависшего на скалах Скеттино с матюгами, требуя, чтобы тот вернулся на корабль. И лишь изредка делает паузы, в которые тот блеет в ответ что-то жалкое. Каким-то волшебным образом запись попала к журналистам. Вечером оставил машину на парковке с открытым окном. Утром пришел, а на сиденье флешка. Рука судьбы, в общем. И началось. Все масс-медиа, и не только итальянские, были переполнены этим диалогом. Ток-шоу, новостные и развлекательные программы везде без конца повторяли: «Поднимись на борт, Катца!» Фраза разошлась на мемы, заполнила соцсети и YouTube. Комики, политики, аналитики и домохозяйки на Скеттино отоптались буквально все. Де Фалько же, наоборот, стал героем телеэкрана. Интервью, церемонии, шоу. Ему аплодировали, его благодарили, предлагали даже наградить все те же журналисты и домохозяйки. А вот профессионалы... Контр-адмирал Сальваторе Скьяно Ламариелло, услышав эту запись, сказал, что ему стыдно, что он тоже морской офицер. Причем не из-за Скеттино, а именно из-за Де Фалько, в поведении которого, по мнению Ламариелло, не было не только человечности и профессионализма, но и ни капли смысла и пользы. Ну, кому интересно возмущение какого-то там контр-адмирала, когда тут такой героический лейтенант? И прикрикнуть может, и пригрозить. А что матом-то, когда нужно, тогда нужно? И все просто и ясно. Вот жалобно мямлит трусливый подлец, вот гордо рычит храбрый герой. И, естественно, никто не станет спрашивать у героя, какого рожна он вдруг возомнил себя руководителем этой операции. От острова Джильо до порта Чивитавеккья 70 километров. И в 2 раза больше до Ливорно, где дежурит Фальконе. Просто полицейский, который среагировал на звонки пассажиров, не знал точно, где находится Конкорди, и связался с диспетчерами Ливорно, которые, кстати, даже не мониторили этот район, у них другая зона ответственности. Причем преимущественно акватория порта. Но главная проблема тут даже не в территории. Ливорно – это управление региональное, а масштабы бедствия таковы, что им должны заниматься на национальном уровне, где имеют возможности подключить все ведомства и даже, если понадобится, запросить помощь других стран. По-хорошему, как только Де Фалько понял, что происходит, он должен был немедленно связаться с вышестоящей службой, итальянским морским спасательно-координационным центром в Риме, доложить ситуацию и произнести самую правильную для такого случая фразу «Жду ваших указаний». Но, как говорится, героями не рождаются, ими становятся, и Де Фалько своего звездного часа дождался. Из Рима, разумеется, проблемой тоже занимаются, и все, что считают необходимым, делают. Но им как-то не до того, чтобы еще его действия отслеживать и бить по носу выскочки. Спустя несколько лет журналисты все же зададут Де Фалько вопрос, почему он влез в это. И тот ответит кратко и емко, как и положено герою, потому что я мог это делать. Без тени сомнения, человек, отучившийся в морской академии аж 9 месяцев, заявляет, что способен руководить такой операцией. И в том, что он великолепно с нею справился, кстати, тоже не сомневается. Кое-кто, правда, все же проверил, что именно делал наш герой, кроме троллинга капитана под запись. Оставим слова и манеры, посмотрим на реальные дела. Де Фалько отказался отвечать на звонок гражданской защиты. Ну и что они могли помочь? Не до них. Не сообщил о катастрофе медикам, так что скорая помощь поначалу работала вслепую. Вообще никак не отреагировал на сообщение, что спасательные катера находятся не с той стороны, и их нужно срочно перенаправить в зону между кораблем и берегом. Туда, где барахтаются в ледяной воде десятки прыгнувших с борта, сколько их в результате утонуло и на чьей это совести. Отказался от предложения военной авиации отправить к кораблю большой вертолет, специально предназначенный для работы над водой. Почему? Действительно посчитал, что хватит своих 3 маленьких? Или не захотел делить поляну с теми, на кого нельзя орать? Увы, вопросы эти возникли только у специалистов, напрасно они призывали взглянуть на героического координатора трезво. Ни логика, ни опыт, ни даже регалии не произвели на публику никакого впечатления. И Де Фалько продолжил греться в лучах славы. Через пару лет его попытались по-тихому задвинуть на чисто представительскую должность. Тихо не получилось, герой оскорбился, отправился в суд. Там ему тоже почему-то не вняли, он подался в политику и стал сенатором от движения 5 звезд. Через некоторое время вновь обретенные соратники тоже захотели от него избавиться, и за нарушение этики поперли из рядов. И это реальный успех. Чтобы из популистской партии с лидером на манер Жириновского вылететь за неэтичное поведение... А впрочем, какая разница, сенатором-то он остался. Сказал: Италия тонет, буду спасать. В общем, карьера что надо, Скеттино тихо плачет от зависти. За смерть людей он получил 10 лет, за кораблекрушение еще 5.
и плюс 1 год за оставление судна. И это еще по-божески прокуратура просила 27. Кроме срока, бравый капитан получил титул самого ненавидимого человека в Италии. Его имя стало нарицательным, практически ругательством. Защита пыталась на этом сыграть, дескать, приговор Скеттино стал результатом травли в масс-медиа. Обращались в Европейский суд по правам человека, но безрезультатно. Да и куда денешься от фактов? Если бы капитан не привел корабль в эту точку, ничего бы не было. Ни одна ошибка любого из членов экипажа, и даже все они вместе взятые, не создали бы никаких проблем, если бы главный человек на корабле не отправил его на поклон к берегу. Но один лишь Скеттино заслуживает пристального внимания правосудия. Одна из адвокатов сказала, что его сделали козлом отпущения. Это правда. Общественность была настолько возмущена его поведением, что грехи всех остальных остались за кадром. Никого не интересует, как вышло, что водонепроницаемые двери ничем не помогли, хотя в открытом для всех доступе лежат записи телефонных разговоров, из которых совершенно ясно о том, что эти двери никуда не годятся, знали и те, кто их делал, и те, кто их принимал, и даже те, кто с ними плавал. Словно в пустоту ушло заявление Организации потребителей Кода Конс о том, что подделаны записи о проверках и техобслуживании аварийного дизель-генератора. И это при том, что из-за его отключения в какой-то момент распахнулись двери лифтов, и людей смыло хлынувшим в их шахты потоком. Там погибло 13 человек. Скеттино оказался весьма полезным для компании идиотом. Как-то в масть случилось, и утечка разговора, где он выглядит полным катца, и всплывшие уже после катастрофы сведения об авариях с его участием, и нелестные отзывы коллег. Но чтобы тебя сделали козлом отпущения, сначала надо стать козлом. Да, капитан Коломбо еще в 2006-м писал, что Скеттино лжив. Но что это правда, широкая общественность узнала от самого капитана, когда он своим собственным ртом в одном предложении успевал делать по 3 взаимоисключающих утверждения. Что он не способен взять на себя ответственность, придумали не журналисты. Даже если специально забить в поиске Скеттино признал свою ошибку, в выдаче окажутся только его обвинения в адрес других. Этот сказал, тот не сказал, тот попросил, этот ошибся. Когда журналистка показала фото Даяны, самой маленькой жертвы трагедии, и задала вопрос, не кажется ли ему, что следовало бы извиниться за гибель людей, его ответ не передергивали, не вырывали из контекста, он произносил его сам. Да, конечно, извиниться было бы логично, но ведь он же и сам жертва. И далее следует описание невзгод бедняги. Когда я только начинала работу над этим видео, название у него уже было, и мне было совершенно ясно. Вот он, трус, врун и подлец, позор нации с говорящей фамилией, скотина. Но чем больше всплывало подробностей, тем больше удивляло, как один человек за одну ночь смог уничтожить доброе имя всего итальянского мореплавания, с его вековыми традициями, всемирно признанным мастерством и громкой славой. Как он смог стать позором целого народа? Ответ нашелся в словах одного итальянца. Странная у нас страна. Мы не можем успокоиться, отдав монстра Скеттино на милость истории и на строгость юстиции. Нам надо спустить пар, набросившись и растерзав его. Может, это нужно, чтобы изгнать демона Скеттино, который сидит в каждом итальянце. Чтобы подчеркнуть дистанцию между ним и нами, чтобы откреститься от того, что он, возможно, похож на нас. Чванливый, высокомерный и тщеславный, когда нет опасности. И ошеломленный, парализованный и уничтоженный собственной никчемностью в чрезвычайной ситуации. И пусть мы нуждаемся в антидоте этому яду, пусть нам обязательно надо найти итальянца благородного в противоположность итальянцу бесчестному, но я не хочу, чтобы была воспринята идея, что командовать значит орать, а благородство – это сказать кацу. Это тоже в итальянском характере, это вещи, которые наша страна узнала слишком хорошо и еще не преодолела. В Италии сегодня полно начальников-фашистов, которые приказывают, доприказывают, переприказывают, плюются приказами. В Италии никогда нет того, кто управляет и организует, кто ведет и внушает уверенность. У нас есть только боссы и хозяева, авторитарные, но без авторитета. У нас был Дуччо, но не было лидера. У нас никогда не было настоящего кормчего, а только Скеттино, похожий на нас, наш брат. Но мне бы не хотелось заканчивать эту историю такими беспощадными словами. Возможно, именно итальянские моряки заслужили их меньше всех. И хочется верить, что молодые ребята из мореходных училищ в будущем повторят за контр-адмиралом Ламариелло. Наша школа научила нас всегда уважительно относиться ко всем. Никогда не быть зазнайками, никогда не лезть на роль главного героя, но служить народу моря, выполняя работу, которую закон возлагает на нас и которая должна делаться всегда, без каких-либо проволочек, но со спокойствием и твердостью. Всегда в Италии.